Приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать косметичку. Опять начиная с замочка. То есть косметичка будет без швов, только на этот раз она у нас будет из рафии. У меня два цвета рафии. Рафия Woolsey, где в 40 граммах 90 метров. Так, два цвета. Вот этот цвет сафари у меня и вот этот цвет белый. Так, что нам еще понадобится для работы? Понадобится вот такой вот замочек. У меня специальный такой замочек с дырочками. У меня он 18 сантиметров. Если у вас такого замочка нет, можно взять обычный замочек. У меня есть два мастер-класса, где я именно таким вот способом вязала по обычному замочку. Только тогда надо будет взять тоненький крючок, вот 1,5, и на обычном замочке легко, вот смотрите, вот там есть такая полосочка, где легко пробиваются дырочки. Вот пробивается дырочка, и через эти дырочки потом этим тонким крючком также легко протягивается не только шнур, не только пряжа, но и рафия. Поэтому если у вас нет такого замочка, ничего страшного, можно взять обычный замочек. Так, и еще у нас косметичка будет двух цветов с леопардовым принтом. Поэтому, ну, вот такая вот еще схемка. То есть вяжем сегодня косметичку узором жаккард, и именно леопардовый принт у нас будет. Итак, приступаем к работе. Так, изначально берем белый цвет. Еще два крючка. Сначала крючок 2,5, потом крючок берем 3,5. Основной 2,5 это через дырочки. Будем продевать нашу рафию, формировать именно первый рядок. Так, берем наш замочек, берем рафию. Так, и начинаем. Начну я отсюда. Так, изначально просто протягиваем вот через эти дырочки. Вот такие вот формируем, как петельки. Так, идем по периметру, делаем вот такие вот петельки, первый рядочек. Сильно не натягиваем. Немножко так вытягиваем эти петли, чтобы не стянулся у нас этот, чтобы рафия не стянула сам замочек. Так, доходим до поворота, сейчас покажу там. Так, смотрите, дошли до поворота, то есть я вот в эту петельку, не доходя вот этой скобочки, да, и здесь уже, чтобы перейти на следующий ряд, мы провязываем 3 воздушные петли. Такие берите, не маленькие, их делайте, и вот сюда вот. Так, вот так, чтобы 1, 2, 3 петельки здесь было. Идем по этому краю аналогично. Потом покажу, как закрыть ряд и перейти на новый ряд. Так вот, не стягивая наше полотно. Очень удобно, даже вот этим крючком поменьше. Потом мы для рафии возьмем крючок 3,5. Сейчас 2,5. Очень удобно продевается через эти дырочки. Но не менее сложно будет, если у вас и нет такого замочка, я уже говорила. То есть просто брать крючок 1,5, пробивать дырочки, рафия тоже легко протягивается. Вяжем до конца ряда. Так, смотрите, дошли до замочка. Мы здесь тоже не отсюда вязали, а вот на одну петельку подальше. Да, вот так, чтобы этих скобочек у нас не было видно. Так,
Продеваем, делаем первую петельку, вторую, так, и вот сюда вот таким вот образом сделали третью. Так, теперь еще вот этот рядок тоже можно провязать эти, нет, хотя сейчас посмотрим. Здесь делаем соединительную петельку, 1 воздушная петля и 1 столбик без накида. Так, это соединительная, потом она не будет считаться, только вот эти 3. Всего получается у меня 72 столбика без накида должно быть. Ну, по крайней мере, у меня так. У вас может быть другое число, но именно вот эта схемка, я ее сделала именно под это количество. То есть, вот, получается 36 тут петелек, 36 квадратиков. Это на одну половину косметички, как бы один раппорт. То есть мы с одной стороны будем провязывать один раппорт, и со второй аналогично то же самое. Так, теперь меняем крючок, то есть и первый ряд мы уже пройдем крючком побольше. Берем 3,5 и вот этот ряд просто проходим столбики без накида за вот эти вот петельки, которые мы сформировали. Вяжем по всему периметру 72 столбика без накида должно быть. Вяжем, вяжем. Вот здесь на поворотах 1, 2, 3. Обязательно по 3 столбика. Вяжем дальше. И уже когда закрывать будем этот ряд, я покажу. Тоже провяжем вот эти 3 и покажу, как мы будем закрывать каждый ряд. Так, смотрите, провязываем до конца первый ряд. Вытягиваем вот эту петельку. То есть вот тут на повороте я тоже связала только 3 столбика. Вот эта, которая была соединительная петелька, мы ее не считаем. А вот с этой стороны берем крючок, протягиваем нашу рафию, протянули, и потом вот через эту петельку берем клубочек, да, и через вот эту большую петельку протягиваем весь клубочек. Так мы будем закрывать наши ряды. Все протянули, теперь аккуратненько все вот так вот подтягиваем. Все. Вот так вот мы закрыли первый ряд. Так, теперь будем вязать уже по нашей схемке, вот по этому леопардовому принту, узором жаккард. Берем вторую рафию. Вот этот наш цвет сафари, очень красивый цвет. Вводим уже здесь этот цвет. Так, вязать как будем? Вот это будет наш первый ряд. То есть вяжем сначала справа налево. Это первый ряд. Вот в эту сторону 2 раппорта. Вот эти пустые клеточки, это будет наша белая рафия. Вот эти темные клеточки черные, это будет наша рафия сафари. Сразу вводим новую рафию. Сразу в начале ряда мы ее будем ввязывать. Так, обязательно просчитали, чтобы у вас тоже было 72 столбика без накида. Ну, по крайней мере, для этого узора. Вы можете как-то и по-другому считать. Но у меня все просчитано. То есть вот этот принт, это на одну сторону косметички. То есть получается, мне надо будет по 2 раппорта вязать. Так, делаем первую петельку. Вяжем узором галочки в раскол. Так, и смотрим. Здесь у нас 10 белых петелек. То есть провязываем вот эту рафию цвета сафари, ввязываем. Так, второй столбик узором галочки в раскол вяжем.
второй, третий. Как вяжется узор, я уже не раз рассказывала, но еще раз покажу. Смотрите, сюда вводится крючок. И выходим с обратной стороны. Вот по бокам у нас две ножки, сверху шапочка. Так, эту рафию не забываем, что мы ввязываем. Вяжем сколько так? 10, да? 4 провязали. Пять. 6. 7. 8. Немножко ее подтягиваем, но не сильно. 9. Чтобы они не путались. Белую слева, цвет сафари справа. 9 и 10. Так как у нас уже 11, 12 другим цветом, то в 10 столбике шапочку делаем вот этим цветом. Так, теперь вяжем 2 столбика цветом сафари, белую ниточку, при этом ввязываем. Не забываем. Та нить, которая не рабочая, мы ее ввязываем. Так, здесь у нас только 2 такие петельки. 1, 2. Дальше у нас снова пойдет белый, значит закрываем белым. Так, все подтянули. Смотрим, белого у нас 8. 8 столбиков без накида. Узором галочки в раскол. Не забываем. Так, вяжем 8. 1, 2. 3. 4. 5. Немножко подтягиваем. 6. 7. И 8 шапочку делаем уже вот этим цветом. Так, здесь у нас 3 петельки цвета сафари. Белую ввязываем. 1. 2. 3. И шапочка белого цвета, потому что дальше идет белый. Так, сколько теперь у нас белого? 5. Так, сколько у нас здесь? 5 белых. 4. 5 провязываем. Шапочку делаем уже цветом сафари. Смотрим, здесь 3 коричневых будем говорить. Так, провязываем 3. 3. В третьем шапочку делаем белым. Так, и сколько белого? 5. Так, вяжем. Не забываем, что тот, который вспомогательный, шнур, рафия, мы его ввязываем. 1. 2.
3. Так, на повороте сейчас. 4, 5. Так, один раппорт мы, получается, связали. И смотрите, мы раппорт повторяем. То есть мы еще раз идем вот по этой схемке, вот опять сначала. То есть у нас опять идет 10 белых. Вяжем здесь вот 10 белых, 2 коричневых, 4, 8 белых, 3 коричневых, пока не дойдем до начала ряда. Провязываем еще раз один раппорт. Я покажу, как закрыть ряд и перейти к новому ряду. Так, провязали мы уже наш вот этот вот первый ряд, который у нас был с узором, да. Смотрите, теперь дошли закрывать ряд. Вытягиваем опять вот эту вот петельку. Вытягиваем ее. Так, берем вот с этой стороны. Вытягиваем ее большой, чтобы сюда протянуть клубочек. Так, эту мы берем вот так вот, чтобы она была снизу, не мешала. Так, вытягиваем и берем вот так вот клубочек, сюда продеваем. Все, теперь аккуратненько затягиваем. Делаем петельку нужного размера. Все, вот так вот затянули, и обязательно смотрим. По кругу вяжем, поэтому второй ряд у нас тоже будет идти отсюда. Вот, вот у нас отсюда же второй ряд идет. Потом третий, потом четвертый. Так, смотрите, обязательно смотрим. Например, вот второй ряд у нас, он снова начинается с белой рафии. Ну, допустим, вот четвертый ряд, я не буду подробно каждый ряд описывать, но, допустим, если бы мы уже начинали вязать четвертый ряд, то вот наша первая петелька. Так, вот она, наша первая, да, протягиваем. Если бы это был уже четвертый ряд, то понятно, что мы бы вытянули вот так вот и сформировали первую петлю. То есть это логично, да, мы всегда смотрим, с какой петельки начинается следующий ряд. А так как у нас второй ряд начинается с белой, то вот так вот коричневую опять же пускаем по низу, мы ее ввязываем, и первую петлю мы провязываем белым цветом. Так, здесь у нас 4, 5, 6, 7. Так, вторая. Так, смотрите, еще момент. Провязываем так, протягиваем, чтобы вот этот вот наш шнур, который мы пускали снизу, вот, вот, видите, продели, чтобы он был сверху нашего крючка. Вот мы сделали галочку, ну, в раскол петельку, да, две стороны, вот эта ножка, и вот эта рафия, которая была в предыдущем ряду, она должна быть сверху. Вот, то есть так, чтобы мы ее провязали, и ее вообще не было видно. Вот так же и здесь. Вот, видите, где она сверху у нас? Так, это какая третья? Четыре. А сколько всего у нас? 4, 7. 4. Немножко подтягиваем. 5. 6. Все, в седьмой шапочку мы уже будем делать коричневой. Вот так вот коричневый. Сколько у нас коричневой? 2 петельки. 2 столбика. Так, белую ввязываем. Сейчас вяжем коричневый.
Раз. Два. Только две. Следующая будет белая, поэтому шапочку делаем белой. Все подтянули. Так, белой у нас 3. Раз. Два. Так, 3, значит, шапочка будет коричневой. Так, все подтягиваем. Еще одна петелька коричневая у нас. Одна. Коричневая, закрываем ее белой. Вот, то есть суть понятна. Смотрите, узор формируется, да? Вяжем до конца второй раппорт и еще раз его, то есть здесь у нас на картинке это 1 раппорт, это 1/2 косметички, я уже говорила об этом. Все, как закрывать, я рассказывала. Вроде бы как понятно. Если ряд начинается с коричневого, то понятно, первую петельку вытягиваем коричневую. Так, вяжем необходимую нам высоту. Здесь у меня в высоту 31 ряд. Не знаю еще точно, сколько у меня будет. Я когда свяжу, я скажу, я померяю сантиметром, скажу, сколько я рядов связала. Все, вяжем самостоятельно. Так, еще один нюанс при вязании. Если, например, у нас, вот как я сейчас довязываю 20 ряд, он заканчивается белой рафией, а следующий ряд начинается с коричневой рафии, то смотрите, как мы заканчиваем. Мы последнюю петельку делаем белой, а шапочку ее, так, вот, последняя петелька, шапочку мы делаем коричневой. И вот так вот сюда заводим, и весь клубочек коричневый продеваем внутрь этой петли. Это только в том случае, если у нас следующий ряд, он будет начинаться именно с коричневого цвета. Вот так вот и затягиваем петлю. Все, и теперь следующий ряд, вот у нас 21, 2 столбика именно идут коричневым цветом. Продеваем 1 коричневый или цвет сафари, 2 коричневый, следующий у нас уже будет белым цветом. Так, я еще не довязала, мне еще совсем чуть-чуть, продолжаем вязать. Так, довязала я свою косметичку, я связала 22 ряда. Вот эта схемка, ее можно будет найти у меня по ссылке в описании на канале. Так, смотрите, косметичка получилась вот так вот, в длину 11,5 сантиметров, в ширину 21,5 сантиметр. Так, что я еще сделала? Я ее уже и разгладила. То есть утюг на двоечке паром, через марлю я это делаю. И только сюда внутрь надо что-нибудь положить, чтобы она вот так вот была наполнена. И тогда пройтись утюжком, чтобы форма была ровная. И не пугайтесь, она у меня вот так вот была наперекосяк связалась. После того, как ее разгладите, она становится ровненькой. В принципе, в длину можно было бы еще длиннее связать, но белая рафия у меня вот все, что осталось. То есть, ну, мне нравится, у меня останется так. Так, как будем закрывать ряды? У меня уже вот эта 3-я косметичка. То есть можно воспользоваться теми вариантами закрытия рядов, как у меня в предыдущих, как я вязала свои предыдущие 2 косметички. В одной я просто закрывала, во второй я вязала донышко и
крючком присоединяла его к этой косметичке. Сейчас же, так, сначала закроем этот ряд. Вот эту рафию, смотрите, я уже тоже отрезала, здесь только хвостик. Так, вытянули, вот как обычно мы все и закрывали. И вот через эту петельку протягиваем нашу белую рафию. Все подтягиваем. Все, вот это закрыли. Вот эту мы потом, хвостики, мы сюда их спрячем. Именно даже можно, ну, не буду я показывать, вот так вот. Где-то пройдете, спрячьте их, потом отрежете. Отрежете ниточку. Эту золотистую. Так, что делаем? Выворачиваем нашу косметичку наизнанку. Так вот берем, она хорошо открывается. Вот наша изнанка. Не бойтесь, все хорошо выворачивается. Так, сейчас прячу этот хвостик, отрежу. Так, вот она как выглядит с изнанки. Смотрите, теперь складываем ровно, то есть, ну, чтобы вы смотрите, как у вас идет замочек, чтобы вы потом вывернули, и она ровненько все закрылась. Сложили, выровняли вот здесь вот. Так, хвостик у нас вот тут, то есть нам надо протянуть нашу рафию, чтобы она оказалась здесь в начале. Вот просто. Ну, вы себе тоже можете отрезать приблизительно, сколько вам надо этой рафии, либо так же, как у меня, это у вас уже будет остаток этой рафии. Так, вытянули, хвостик у нас вот здесь. Заводим крючок. Мы просто будем идти столбиками без накида. Но захватывать, смотрите, чтобы у нас полностью косичка была захвачена как с одной стороны, так и с другой стороны. Никаких полукосичек, а полностью вся косичка. Вот так вот как бы прошиваем. Это как один из вариантов. Я вам говорю, что оставлю ссылку на одно и второе видео, где я тоже вяжу косметичку именно сверху, начиная с замочка. И там я по-другому соединяю ряды. Так, все, вяжем до конца ряда. Прячем хвостики, мы как раз на изнанке спрячем хвостики, вывернем все на лицо. Все, наша косметичка будет готова. Так, смотрите, провязала до конца. Все, последние 2 петельки соединила. Вытягиваем вот этот хвостик наш. Все, и потом красиво его прячем. Прячем, обрезаем, выворачиваем на лицо. Сейчас спрячу хвостик, выверну, покажу, что получилось в результате. Так, вывернули на лицо. Смотрите, как получается шов с лицевой стороны. Мне нравится. Все, наша косметичка готова. Так, если с этой косметички можно сделать сумочку-клатч, здесь просто присоедините колечко, так, и просто связать ручку. Ручку, ну, куда, ну, то есть можно сделать сумочку-клатч. Так, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию такой косметички, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока-пока!